Всем позитивного времени суток, дорогие зрители, братишки и сестренки. Вы на канале Велслав, и мы продолжаем знакомиться и смотреть на билды для Врат Ада 2 на 2. Сегодня у нас очередная связка, в роли которых выступят демонический посох из ветки проклятых посохов и священный посох. Билд и принцип игры за хила мы подробнее рассмотрим в следующем ролике данной рубрики. Сейчас же посмотрим на билд демонического посоха, его вариативности, по моему субъективному мнению, рассмотрим способности, что и против кого можно играть, а также увидим наглядные примеры с ошибками. Данный посох идеально подойдет любителям вселенной Warhammer, дав вам почувствовать себя причастными к гвардии смерти и последователями Нургла. Напоминаю, это лишь начальный принцип действий на низких уровнях инфейма, как отправная точка, с которой вы сможете начать. Вам самим нужно будет запоминать способности противников и их видов оружия, и не лениться переставлять свои способности для контры противника. Запомните, универсальных способностей, что подойдут против всех, попросту нет. И все будет зависеть от ситуации, вашего понимания не только своих способностей и вашего союзника, возможностей и способностей ваших противников. Итак, давайте начнем с билда. В руки берем демонический посох, единственный предмет, что не подлежит свапу в билде. С такими способностями. На Q темное проклятие, что будет наносить небольшой магический урон и вешать на противник заряд темного проклятия, что будет наносить периодический урон гниением. Стакается на противнике до 4 раз. Способность имеет малое время восстановления, но и малую дистанцию применения. Идеально подходит для контактных боев с противником по типу часто встречающихся во Вратах Ада веток мечей, топоров и кинжалов. Играя на данной способности, придется привыкнуть постоянно менять цель, давая поочередно заряд проклятия в ДД и хила, настакивая таким образом по 4 стака на каждом из противников, что делает хилу непосильную задачу хилить себя и союзника. После настакивания и поддержания 4 зарядов проклятия на противниках, они сами сгниют заживо от проклятий. А у нас ведь и другие кнопки будут в арсенале. Из минусов малое расстояние применения, что делает неэффективным данную способность против кайт-билдов и ваншот билдов, когда они от нас будут убегать. Стаки темного проклятия с любой способности боятся шлема хранителя и его способности спасительный щит, что будет их снимать. При встрече с кайт-билдами либо шотами мне больше нравится использовать вторую Q, проклятый серп. По сути, те же возможности, что и у предыдущей, только имеет увеличенное расстояние применения до 16 метров, что позволит настакивать и поддерживать заряд темного проклятия на противнике, что находится от нас за препятствием или убегает от нас, а также настакивает на противнике 2 заряда темного проклятия. Из минусов способность имеет увеличенное время восстановления в 5 секунд, а также движется только по прямой линии от нас и возвращается к нам, настакивая таким образом 2 темных проклятия на одном и том же противнике. Но даже так способность намного эффективнее, чем вообще не настакивать на противнике темное проклятие, из-за того, что мы к нему банально не достаем. Третья Q, проклятая смола, используем в промежутках между боями для зачистки мобов во Вратах Ада. Будет бросать под ноги мобам лужу, которая всем стоящим в ней противникам будет настакивать темное проклятие, а также замедлять их на 10%. Используем только для PvE. На W будем использовать 3 способности. В основном по умолчанию у нас будет стоять вражда. Применяем на себя, даст нам баф, что будет настакивать на нас заряды, что усилят наши автоатаки до 4 стаков максимум. Способность наносит огромный урон при контактных сражениях с милишниками. Из минусов способность можно спурджить с нас. Имеет откат в 20 секунд. Имеет явно выраженную анимацию, позволяя байтить противника в нужное нам время на его чистки. При встрече со всеми любимыми ваншот билдами используем способность осквернения. Это если нам дадут, конечно, возможность сменить способности. Данная способность будет обездвиживать всех в радиусе 4 метров и вешать на всех противников заряд темного проклятия. Идеально подходит для того, чтобы остановить врыв ваншот билдов, а после догнать их, либо эффективно сражаться с кайт билдами. Также тестировал пробивающее копье. На низких уровнях Врат Ада довольно часто будут попадаться кайт билды, либо любители ресетать бои, бегая от нас. В таком случае копье, благодаря огромной дистанции применения в 22 метра, не позволит противнику выйти из боя для регенерации здоровья, а также будет резать сопротивление. Удачно подгадав момент, можно наносить урон обоим противникам сразу, если они будут стоять на одной линии. Из минусов малый хитбокс луча, из-за чего ним может быть сложновато попадать поначалу, пока не привыкнете к нему, но не советую бегать с ним. Скорее, это было для общей информации. 2 предыдущие способности будут куда профитнее и внесут больше импакта в бой. Из пассивных способностей использую в основном яростный, что будет повышать наш урон на 10% после каждого 5-го заклинания. Используем при игре через вражду и первую кьюшку.
Даем вражду на себя. После срабатывания пассивки. Таким образом, даже когда баф из пассивной способности пропадет, вражда все так же будет усилена на 10%. Главное иметь баф на момент применения вражды на себя. Аналог – пассивная способность погибель, что после 4 автоатак будет наносить дополнительный урон взрывом по области. Энергичность будет восстанавливать нам энергию при автоатаке по противнику. Используем в том случае, если постоянно в боях будет наблюдаться нехватка энергии. И зелья вы с собой, конечно же, брать забываете. Автоатака с отступлением использовал скорее для тестов. Ситуативно неплоха при игре против ваншот билдов для их догонялок. И довольно хороша при игре с кайт билдами по типу Бадона с боевым луком, либо 2 боевых луков. Да-да, встречается и такое. Страдающая душа наносит неплохой магический урон и вешает испуг на противников, сила которого будет зависеть от количества стаков на нем, вплоть до 2 секунд при 4 стаках на противнике. При применении снимает с противника 2 стака темного проклятия. Универсальная способность, что позволит хорошо отыгрывать в любых ситуациях против любых билдов. Позволит растолкать ДД и хила, отзонив их друг от друга, играя через мантию чистоты и стакану хила, к примеру, с той же мантией. Также позволит остановить врыв ваншот билдов, сбив им темп и отправив их способности в КД. Направить кайтера или ресеттера в нужную нам сторону, а при затяжных боях еще и загнать противника в магму, сбить каст способностей и прочее. Имеет почти 1001 применение на все случаи жизни, даже на кухню можно загнать. И теперь рассмотрим, что же нам одеть на тушку под данный вид оружия. Конечно же, с вариативностью. Для себя я выделил 3 варианта сборки под данный вид оружия. В первом на голову берем капюшон наемника из-за его гибкости и универсальность. Способность Вой позволит нам наносить магический урон в зоне конуса перед собой, замедлять противника на 35% и резать наносимый им урон на 30%, а также будет прерывать чтение вражеских заклинаний. К примеру, каст способностей Святое Прикосновение у хила на посохе жизни. Либо прервать каст Огненного Вихря у пылающего посоха, Блейзы в простонародье. Имеет неплохое расстояние в 11 метров. При встрече с ваншот билдами, к примеру, Искатель Грааля и Одноручный Кинжал, берем способность Очищения, что позволит снять с себя все инфекты контроля, а также с союзника. Внимание! Способность применяется у нас под ногами. Не забывайте подбежать к союзнику при необходимости. Не снимает эффекты, что наносят периодический урон по типу горения, проклятий, кровотечений и прочего. Способность Энергетический щит даст нам защитный бабл на 3 секунды и будет восстанавливать 25% от потраченной энергии. То есть, чем меньше у нас будет энергии на момент применения, тем больше способность нам ее восстановит. В основном брал, когда оставался один хил из вражеской пачки, и они начинали бегать от нас. Из пассивных способностей берем Гармонию Разума для повышения защиты и урона. На тело используем Мантию Чародея со способностью Щит Очищения, что повысит нашу защиту на 33% в течение 4 секунд. И будет снимать все положительные бафы с противника каждый раз, когда мы будем получать от него урон. Внимание! 33% защиты идут не в броню, что можно порезать, а в сопротивление от игроков, которое нельзя снять и режет даже прямой урон. Ссылочка на ролик с механикой работы броник и защит, а также урона в Альбионе будет в описании. Применяем при встрече с мечами для снятия их героических стаков, либо бафа Духа Убийцы со второй Q кинжалов. При встрече с ваншот билдами или теми, у кого нечего пурджить по типу перчаток, либо Искателя Грааля с одноручным кинжалом, берем способность Морозный щит, что повысит наше сопротивление урону на 8 секунд. А также будет возвращать 15% урона назад в атакующего, еще и замедлять его будет на 20%. Из пассивных способностей берем агрессию для повышения урона. На ноги берем победности, сандалии ученого со способностью энергетическая пробежка для восстановления энергии и увеличения скорости передвижения. Но это не самый подходящий предмет, если честно. Да и пассивка энергичность во многом помогает нам восстанавливать энергию и не сильно высыхать при тычковании с контактными билдами. Из пассивных способностей агрессия. Более дорогая и профитная альтернатива сандалии культиста. Все так же есть пробежка при необходимости, но профитнее использовать способность гниющая земля, что будет резать сопротивление урону противникам, наступившим вслед, а также получаемое ими исцеление на 20%. Наша же скорость передвижения повысится на 30%. При встрече с ваншот курсой, это одноручный проклятый посох, на всех сапогах есть способность кувырок. Ее берем и применяем под самое срабатывание ешки способности курсы. Смертельное проклятие. Ловя весь урон в 0,8 секунд неуязвимости ко всему, что даст нам кувырок. Как вариант, еще и для доджа Е способности легкого арбалета взрывной выстрел также подойдет, хоть и встречал его раз вроде во всех вратах, но лишним знания не будет. Плащ используем Тетфорд для увеличения урона с руки, что повысит наш ДПС за счет молний каждые 15 секунд по двоим противникам, если они будут стоять достаточно близко. Прекрасно дополнит способность вражда. Из еды тушеный угорь 8.1 и выше, что даст нам бонус к урону и скорость восстановления способностей. Либо более дешевый аналог жаркое 8.1 и выше для повышения урона. Из зелий тут запас должен быть приличный у нас. Яда 8 тира можно взять парочку для урона по противнику, в основном бегаю с ними против немобильных ДД.
ведь пассивная способность энергичность при обмене ударами решит нехватку маны. При встрече с ваншот билдами меняю на гиганта 7 тира. Эликсиры энергии 6 тира по умолчанию берем с собой хотя бы штучки 4 постоянно на каждый заход. Очищающее зелье берем также против ваншот билдов, особенно если не взяли на голову капюшон наемник. Теперь затронем более дорогие и профитные альтернативы. Шлем доблести и его способность очищающий дым, хоть и дорогой, но стоит своих денег. Имеет микрокаст 0,4 секунды, после чего в радиусе 4 метров от выбранного места снимает все бафы с противника и дебафы с союзника, включая эффекты контроля. Минус в микрокасте и 40-секундном времени восстановления. Из плюсов применяем на указанную нами область и снимаем одновременно с нас дебафы, а с противника бафы. Из пассивных способностей берем устойчивость для повышения собственного выживания. Мантию чародея можно заменить на более дорогую мантию чистоты со способностью выброс энергии, что позволит нам отбрасывать противников на 12 метров от нас, а также наносить малый магический урон при соприкосновении противника с отбрасывающим барьером, а также наделит нас иммунитетом к принудительному перемещению. Применение зеркала мантии у противника нейтрализует действие нашей мантии, тем самым нас не будет отталкивать друг от друга, и мы сможем пройти сквозь мантию противника или он сквозь нашу. Применение щита очищения с мантией чародея, напротив, снимет выброс энергии с противника, но нас оттолкнет один раз, учитывайте это. При таких заменах на ноги можем взять ботинки упорства со способностью слепая зона, что позволит нам становиться невидимыми и повышать скорость своего передвижения на 60% на 1,5 секунды, а также позволит нанести дополнительный урон при автоатаке по противнику каждые 12 секунд. Хоть и дорого, но довольно-таки универсально и полезно. Могут выступать в роли сейва и доп урона, что повысит наш ДПС в целом. Ботинки позволят нам уйти в инвиз и сбросить с себя таргет противника. К примеру, можно доджить таким образом противника, когда против нас играют парные кинжалы. Ботинки выступают в роли сейва и доп урона, когда у противника накапливается 3 стака духа убийцы или же раскола брони и нам нечем снять их, к примеру, в КД способности. Просто уходим в инвиз и отбегаем от него, сбивая тем самым темп противника и не давая ему возможность реализовать свою Е в нас. Плюс мы нанесем дополнительный урон по противнику с руки. Из пассивных способностей берем гармонию разума. В таком случае на демоническом посохе используем пассивную способность энергичность и зелья на энергию. В качестве эксперимента, кстати, если не хватает энергии поначалу, пока учитесь, заменял плащ Тетфорда на плащ Люмхурста. В таком случае Банки использовал яда 8 тира для урона. Теперь давайте перейдем к примерам боев и рассмотрим некоторые из них. Начнем с боя против сказочных персонажей, которые были показаны в начале ролика. Конечно же, дело в никах, а не используемых ими билдах. При начале вторжения проедаем еду и используем сверхусиление, так называемый грев, для которого будет использоваться 10 штук выкачанной энергии. Это делаем для того, чтобы не тратить время бафов еды и грева в холостую при зачистке мобов. Наша главная задача — пережить врыв и не допустить ошибок. Для этого можно использовать нашу Ешку, чтобы отогнать, к примеру, ДД, не дать вносить урон по союзнику или нам и сбить их темп в целом. После чего с их стороны, скорее всего, последует ресет боя, чтобы восстановить кнопки и здоровье. Для этого нам-то и потребуется осквернение на W, чтобы обездвиживать наших противников при игре в догонялки, либо сбивать их врыв в нас, если наша Ешка в КД, и заодно навесить на них стак темного проклятия. Серпы на Q ставим из-за их увеличенной дистанции, а также они вешают темное проклятие на всех, кто на их траектории движения. Ведь зачастую в таких ваншот-сборках присутствует адский капюшон со способностью дымовая шашка, которая введет противника в невидимость на 5 секунд и скроет его от нас в дыму. За это время стаки с него спадут, и нам придется настакивать их на нем по новой. Это если у нас взята первая кьюшка, для работы которой нужна цель. При использовании же серпов смело кидаем в область дыма, и противник получит 1-2 заряда темного проклятия, или продлит уже наложенное на него. Сразу противники начнут бегать от нас. Тут можно гнаться за ними, но есть вероятность, что нас подловят, как только противники дождутся отката своих кнопок. И на развороте они влетят в нас, подловив таким образом. В таком случае, если не забрали ДД сразу, лучше выбрать место, чтобы принять сражение на возвышенности. Во второй раз зачастую противники выбирают своей целью второго члена отряда, чтобы проверить обоих на прочность. Но в таких врывах всегда держим банки гиганта наготове или очищение. При необходимости подходим к союзнику и снимаем контроль с него либо с себя. Благо, противник на ДД криво сдал свою шапку с дымом. Я подхожу, снимаю очищением с хила, и мы продолжаем бой. По традиции и тактике опять следует ресет боя от наших ваншотов. Я на сапогах бросаюсь в погоню, даю осквернение, ловлю обоих. ЕББшенька сдает свое очищение, и поскольку хил у меня далеко, мне приходится отогнать от себя Грааль Ешкой и оттянуться назад к хилу, а то вдвоем они могут меня и забрать.
Ждем следующие попытки. На самом деле, тут все будет зависеть от того, кто кого подловит на ошибке и сможет реализовать потенциал своей пары. В затяжных боях у ваншот сборок в основном преимущество, поскольку у нас-то ресурсы в виде тех самых банок тратятся, а у них эффективность их сборки сохраняется. К тому же у нас копится усталость, и мы можем отреагировать не так эффективно. Например, в следующую попытку врыва от противника. А им только и нужно прожать правильно кнопки и отойти, если не получилось, что, к слову, тоже требует понимания, сыгранности, опыта и чувства момента. Не думайте, что это все так легко. Побегали в догонялки, ничего не вышло, и вот тут тот самый момент, ради которого мы и бегали за ними. Врыв на развороте в нас. О чем я и говорил вам ранее, что следует быть внимательными и осторожными. Очищение с капюшона и ешка у меня в откате. На подъеме мы стакнулись как раз таки с хилом вместе, а значит и стан поймали бы вместе, если бы не осквернение на W. Ребята могли бы неплохо реализовать свои кнопки в данном моменте. А так я настакал благодаря серпу 2 проклятия на ДД противника и добавил 3 со сквернения. Еще не дав подойти ДДшнику противника ко мне, по сути переждав свое оглушение, которое мне дал Грааль, благодаря этим рутам и обездвиживанию нашего противника. После чего на ноге вышел из дымовой шапки противника и его плаща. Но тут плохо отыграл Грааль на самом деле из-за сбитого темпа их врыва. Благодаря его ошибке я и выжил. С минимальными потерями по здоровью, конечно же, а ДД противника на кинжале сдал все кнопки и плащ в никуда, по сути. Вот тут и настал наш момент. Противник с просевшим хп, ловлю стан с Грааля, снимаю шапкой и поднимаюсь на горку, даю сапоги для ускорения и решаю сфокусироваться на Граале, чтобы он не засейвил больше своего ДД. Ловлю его осквернением, что сдал наперед. Даю ешку немного в бок, чтобы она коснулась его краем по касательной и фернула его в мою сторону, дав мне тем самым время для продолжения агрессии и не дав убежать Граалю на его сапогах. По сути, он их потратил в никуда. Даю серпы для настака темного проклятия и яд вдогонку Граалю, чтобы добрать его. Кинжал же сам не сможет от нас эффективно бегать или затащить бой, потому возвращается в попытке добрать хоть кого-то. Рутаем его осквернением, не пуская к хилу, и настакиваем на нем темное проклятие, чтобы он гнил. Он прожимает все кнопки от безысходности и просто догнивает от темных проклятий, который показал, что ребята забрали перед нами пару игроков. Лутаемся и переходим к следующему примеру. Второй пример. Встретили резню и одноручный мистический посох. Связка довольно сильная в моменте, если недооценить их. Играем от кайта, поскольку хила у такой сборки нет, нам нужно максимально просадить их хп до начала боя, а после не дать убежать. Но на протяжении всего боя даже не думайте расслабляться, иначе можно и попасться на затупе. Как случилось у меня. На низких уровнях рейтинга такая сборка будет попадаться вам довольно часто. Получив информацию от хила о противнике и немного затупил, я переставил серпы на первую пьюшку, после чего вяло смог реализовывать ее. Противник начинает агрессировать, давая в меня луч Авалона и вводя меня в бой, отвечая осквернением по двоим, и как же круто сейчас было бы закинуть в них серп. Но нет. А первым куханом я не дотянусь, отхожу, заманивая противника в узкое место, они стакаются, и я сдаю Е для урона, и чтобы подтянуть время, выбив у противника кнопки или банки, тем самым они сдали сандали культиста и ешку мистика. Я же сбил их темп фиром с ешки. После чего противник начинает оттягиваться назад. Я даю яд в мистика, поскольку он опаснее для меня, и рутаю резню, поскольку до мистика не дотягиваюсь, чтобы просаживать их хп постоянно. У нас же рядом имбовый хил, который подсейвит стаканом в случае чего. Главное не отходить от него далеко. И вот тут мистик предпринимает попытку шотнуть меня, уходит в инвиз с упора. Незаметно для меня меняет позицию. В этот момент влетает резня на развороте, давая порезку и огромный урон со своей первой W. Я сразу оттягиваюсь к хилу за сейвом с его ешки, чтобы она отбросила противника и похилила меня. Получаю баф, хил и продолжаю нагнетать агрессию на противника. На спуске со ступенек противники стакаются, и я тут же рутаю обоих и сдаю в них ешку, чтобы продолжить контроль и отбросить от себя мистика в инвизе. Получаю в лицо весь прокаст от противника, и тут моя фатальная ошибка. Я отбежал от хила, пропустив сейв с его ешки, способность, и лишив себя хила таким образом. А резню, наоборот, откинула ко мне, тем самым упростив ему задачу моего добирания. В этот момент мистик сгнил от стаков темного проклятия, а резню добрал хил под стаком темного проклятия. Как вы могли обратить внимание, от первой кьюшки не было абсолютно никакого толку, а будучи с серпами, я бы заранее завершил бой, еще и сам бы выжил. Хил молодец, и перейдем к следующему примеру. В бою против парных кинжалов и хила ДД играет на расколе брони. Первый кухан кинжалов мы ставим очищение на нашей шапке, чтобы снимать его стаки раскола с нас. Без стаков ешка почти не наносит урона. Начинаю настакивать заряды проклятия на ДД, он же выбрал целью нашего хила. Настакав 4 заряда, отгоняю хила от ДД, но он перестает агрессировать на нашего хила и оттягивает к своему хилу. Даю в него яд, но он выпивает зелье защиты, сейвясь от яда таким образом. Хил еще и мантией отзонивает меня от ДД, чтобы я не продолжал его прессинговать. Я не успел отреагировать и прожал чародейку слишком поздно, еще и вообще не в попад, по сути, отдав в никуда. Прожимаю мантию и влетаю в хила, пытаясь спровоцировать ДД играть по мне. Но он не ведется, и противники отходят. Преследуем противников, стараясь настакать заряды проклятия на обоих противниках. Но ботинки упорства сейвят хила, он уходит в инвиз, не позволяя мне продолжать стаки на нем.
Ведь первой кьюшке нужен таргет для того, чтобы она работала. А ДД начинает вновь прессинговать хила. Но тут я не погнался за ДД и дождался, пока хил выйдет из инвиза, продлевая проклятие на нем, вследствие чего ДД должен был вернуться, чтобы подсейвить хила. Сдаю ешку и продолжаю продлевать стаки на хиле. Попутно шапкой снимаю с себя стаки раскола брони. Правда, не заметил точный тик и сдал ее слишком рано. Набираю 4 стака на хиле, он меня отталкивает. И тут моя ошибка. Я не продлил стаки. Вместо этого прожал куртку и снял с него мантию. Моя ошибка. Лучше бы продлил стаки. Пока хил убежал снимать стаки и отхиливаться, начинаю прессинговать ДД. Сдаю в него луч, ведь хил сзади. Пытаюсь продамажить двоих. Тут уже хил подходит без стаков и начинает засейвливаться его ДД. Я сдаю ешку в никуда, хотел в хила, но не направил способность и полетела в ДД. Без какого-либо толку на самом деле, просто профакал. У хила проблемы с манной. Продолжаю преследовать и прессинговать его. ДД куда-то убежал, чтобы не получать урон. В моменте начинаем тычковаться. Я на самом деле не до конца доконтроливаю, потому что стаки вешаются неравномерно на противников. Делаю фокус больше на хиле, пытаясь просушить его по энергии и хп. И после чего подловить его на лоу хп в моменте. В какой-то момент ребята устали, видно, и стакнулись, получив порезку и ешку, а после еще и ДД убежал от хила. Хотя у того и не было энергии особо, но все же упростил задачу. Спасибо ребятам за бой, грамотно разменивали свое хп и по очереди танковали урон, страхуя друг друга и отходя. Было интересно. Далее будет еще пара примеров боев с моими победами и поражениями, но без моего вещания на фоне. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения. А можем там, как всегда, просто с вами пообщаться, либо что-то обсудить. По традиции канала отвечаю на все комментарии. И как всегда, открыт для конструктивной и адекватной критики. По принципу критикуешь, равно предлагай. Такой подход помогает мне не только улучшать качество самих роликов, над чем я постоянно работаю, но и улучшать саму подачу информации в нем, делая ее с минимумом воды и максимально понятной для вас. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок обнял и приподнял. До новых встреч! It's your time. Don't be held back again. You need to resist your own limits. This fire is burning. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. Unbreakable. Unbreakable. Make your name. Let go of yesterday. If dreams can exist in a world like this, don't abandon them. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach for the stars.
no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to glass. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to glass. We about to turn it on.
Turn it on.